Сегодня мы с вами решим сразу две задачи одним махом. Куда деть макароны, которые остались после ужина, и что быстрого вкусного приготовить на завтрак для всей семьи. И, кстати, это будет не один рецепт, а сразу два, для того, чтобы вы могли выбрать то, что вам больше всего придется по вкусу, или по очереди попробовать оба варианта. Меня зовут Мария Мироневич, вы на канале «Как похудеть». Я похудела уже на 54 килограмма, и в своих видео я делюсь своим опытом и, конечно, простыми и вкусными рецептами, которые как раз-таки и помогают снижать свой вес и чувствовать себя отлично. Давайте готовить наш завтрак. Я добавляю в миску для смешивания 2 куриных яйца, солю по вкусу, немного перчу, чтобы дети не заметили, что там вообще присутствует перец. Размешиваю все. Прям очень символические рецепты, все быстрые. Теперь добавляю 150 граммов сыра. Я его измельчила на мелкой терке. Сыр у меня обычный твердый, жирность 45%. Все хорошенечко сейчас перемешиваем сыр с яйцом. С ужина у меня осталось 300 граммов макарон твердых сортов. Их я отправляю в нашу яично-сырную смесь. Теперь венчик нам, конечно, уже не нужен, потому что в нем просто будут застревать макарошки. Перемешиваем макароны с яйцами и с сыром до однородного состояния. На дно сковородки, на которой я буду готовить, отправила 10 граммов сливочного масла. Почему сливочное? Потому что корочка будет более румяная. Вы можете использовать самое обычное растительное. Отправляю ложку нашей смеси на сковородку. И теперь с помощью лопаточки формирую будущий, можно сказать, блинчик из макарон. Нам остается подождать минутку, пока все слепится вместе, и у нас будет очень вкусно и, самое главное, красиво. Благодаря сливочному маслу будет румяная корочка, ну просто красота. Ждем минутку. 3 минутки прошло, давайте скорее перевернем и посмотрим, какая румяная сырная красота с макарошками у нас получается. Мои дети просто обожают такой завтрак. Прошло еще пару минут, отправляем на тарелочку, и вот так красиво и румяно выглядят наши лепешки из макарошек с другой стороны. Ну а теперь я отжарю все лепешки до конца, а потом мы с вами увидимся для того, чтобы преломить одну лепешечку и посмотреть, как это вкусно, красиво. И, конечно же, не забывайте о том, что это так просто приготовить. Так что я начинаю. Ура! Наш замечательный завтрак на всю семью готов. Из такого количества продуктов получается как раз 4 штучки. Теперь я вооружаюсь вилкой и ножом для того, чтобы разрезать нашу лепешку и показать вам, какая получается красота. Вот такая она получается красивая. И просто обязательно в нашей семье к ней добавляется томатный соус. Рецепт на соус появится в верхнем правом углу. Обязательно приготовьте 5 минут и намного вкуснее кетчупа. Ну что, приятного аппетита! Ну а теперь рецепт номер 2. Сразу включайте духовку на 180 градусов, потому что готовится все практически моментально, и пора уже будет отправлять в духовку, а она должна быть разогретой. Начинаем! У меня силиконовая форма на 12 кексиков. На такое количество формочек мне понадобится 450 грамм макаронов. Сейчас, как вы видите, я раскладываю, но занимаю только половинку объема. Для чего это нужно, вы узнаете в ближайшее время. Теперь в каждую формочку отправляю кубик красного чеддера. Если у вас нет чеддера, вы используете любой твердый сыр, который есть у вас дома. Просто чеддер будет очень красиво смотреться. Теперь накрываем кусочки сыра макарошками. В миску для смешивания я отправляю 6 яиц, именно столько нам понадобится. Солю по вкусу. Добавляю немного перчика и 100 мл молока. Молоко у меня 3,5% жирности. Перемешиваю яйца с молоком. Взбивать что-то усиленно не нужно. Нам необходимо просто смешать. И теперь в яично-молочную смесь подсыпаю 50 граммов муки. У меня мука цельнозерновая, а вы можете использовать любую муку, которая есть у вас в наличии. Наша формочка возвращается в студию, и в каждую ячейку заливаем нашу яично-молочную мучную смесь. 50 граммов твердого сыра, у меня это еще раз чеддер, натираю на мелкой терке, для того, чтобы наши макаронные кексики получились не только очень вкусными, но и красивыми и с замечательной сырной корочкой. Ну а теперь сверху на каждый наш будущий кексик отправляю немного сыра, чтобы когда наши кексики будут готовы, у них была замечательная, хрустящая, красивая сырная корочка. Пора отправить наши красивые кексики в духовку. 20 минут прошло, просто посмотрите, какие кексы получаются красивые.
Разрезаю кексик пополам. Внутри получается вот такой нежный сыр, который просто вытекает нам навстречу. Отличный завтрак, который зарядит вас сытостью, хорошим настроением. И я уверена, ваши дети будут просто в восторге. Приятного аппетита! Теперь такие два рецепта из самых обычных макарон и еще доступных ингредиентов есть в вашей копилочке. Обязательно их попробуйте и, конечно же, напишите ваш комментарий, напишите отзыв, какой рецепт вам понравился больше. Или поделитесь, как вы расправляетесь с макаронами, которые остались с ужина. Я прошу вас оценить нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк. Мы очень стараемся для того, чтобы снимать вкусные, красивые и, конечно же, простые, доступные большинству рецепты, которые помогают нам вести здоровый образ жизни. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и обязательно вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, побольше здоровья.